В 2019 году, когда я понял, что у меня есть навык понимать силу игроков, у меня уже были кейсы и, там, с Бумычем, с Норбертом. Участвовал в том, что они находили команды, которые давали им буст. Я понял, что я сам хочу собрать команду, которая будет круто играть, выходить на мажор, и где будут появляться молодые топовые игроки. И я искал такую организацию, и через знакомых меня свели с Никитой. Я знал, что он тогда был, ну и сейчас SEO Spirit, и мы с ним встретились, и он мне сказал, что есть такой проект, и если я там себя хорошо проявлю, смогу собрать ну, не то что хороший состав, а смогу в нем возрастить классных игроков, которые потом себя будут проявлять, то я тогда смогу попасть в Спирит. Особых каких-то мыслей не было. Я давно в Counter-Strike, и в целом ко всем, к любым встречам совершенно спокойно отношусь. Мы быстро все обговорили. Обговорили условия, обговорили цели, задачи, что нужно там сделать, какие дедлайны. Без этих общих слов, просто чисто вот по делу прошлись. Мне было все понятно, и сразу же приступил к действию. Я значительно повлиял на развитие Counter-Strike проекта. И, наверное, назову первое — это скаутинг, наверное, первых талантов успешных. Наверное, Magix, Dexter. Второе — это то, что я позвал своего друга Халли быть тренером Spirit. И третье — это Донг. Вот это, наверное, самые ключевые точки моего участия в Spirit. Я к любой организации изначально отношусь как к топовой. То есть у меня нет такого, что это маленькая, это большая. Ну, наверное, масштаб Spirit, поставлена точка в обсуждении масштаба Spirit, это когда Dota состав выиграл International. Я думаю, что Spirit по деньгам в плюс вышли. А в киберспорте это очень сложно. Вот это самое главное. А так, ну, в индустрии к Spirit всегда все хорошо относились. Это просто уже, так сказать, точка в том, что это топ-организация, и уже обратной дороги нет. И вот буквально там через год, через два Counter-Strike тоже поставил точку. Главная отличительная черта Spirit от других организаций, что на каждой позиции профессионал своего дела. То есть кого ты не возьмешь, от менеджера до психолога, тренера, там, я не знаю, даже уборщица профессиональная. И это вот как бы один из ключевых скиллов Никиты, то, что у него посредственные кадры, конечно, бывают, но не задерживаются. И все обрастает такими мускулами в виде вот этих спецов, которые, собственно, и помогают руководству приводить команды из разных игр Spirit к победам. Самый прикол в том, что первый раз, когда мы все увидели, как Донг играет, какого-то прям вау не было. И даже если мы посмотрим первые игры Донка на ХЛТВ, там тоже не было сразу там что-то космического. Он там и в 0.8, 0.9 КД играл, и что-то не получалось. То есть была видна нереальный потенциал, был виден. Вот это да. Было сразу понятно, что это невероятно хороший человек. И все остальное, как будто бы не было сомнений, что он станет звездой. Просто видел очень классного игрока. Когда он играл за Spirit Academy, когда вот он освоился, я видел, как он там соло мог выигрывать игры, давать какие-то мультикиллы. Но когда я прям сказал «Вау», это, конечно же, готовится 24. Когда я просто... Как будто он на легком уровне сложности зашел в какую-то игру и ее прошел там за час. У меня вот такое было ощущение. Тогда было вау. У Донка самая главная характеристика — это то, что ему нравится играть в игру. Чем дольше ему будет нравиться играть в игру, тем больше он будет развиваться, становиться сильнее. Если ему будет нравиться играть в Counter-Strike до 30 лет, то до 30 лет он будет топ-1 мира. То есть все зависит только от этого. Никаких других там зависимости нету. Донк и Simple — это... Все, естественно, это сравнивают, но это совершенно разные люди. И
совершенно разные игроки. Simple — это рок-стар. То есть он плохой, он хороший, но это такой селебрити, который вот ты его принимаешь таким, какой он есть. Он очень повлиял на Counter-Strike, но он другой. Ну, к нему другое отношение, то есть их нельзя сравнивать. Донг — это профессионал, который тренируется, думает только о Counter-Strike, у него практически все идеально. Он просто играет в игру, получает удовольствие, он является... Это вот как вот суперзвезда и суперпрофессиональный спортсмен. То есть это вообще их сравнивать... Я не вижу смысла. Вообще не вижу смысла сравнивать лучших игроков. То есть потому что у одного уходит эпоха, появляются новые, и они лучшие в свое время, в своем месте. Естественно, самый большой импакт для Counter-Strike принес Донг. Тут не с кем сравнивать, какие бы раньше до этого игроки крутые не были. Хали за эти уже 6 лет, естественно, сильно поменялся тут. И это касательно возраста, потому что он, по-моему, приходил, когда ему было 26-27. Это еще достаточно молодой возраст, и хочется там отдохнуть, потусить и так далее. И сейчас он уже мудрый взрослый человек, у которого и ребенок есть, и у него вообще, так сказать, другое мировоззрение. И с этой точки зрения, естественно, он поменялся. С точки зрения профессиональной, конечно, вначале ему было тяжело, потому что ему всегда непросто входить в новую компанию. Он немножко застенчивый, он боится как-то себя не очень там показать. Но сейчас видно, что вот он босс, да, что вот он тренер команды, что вот такие-то правила. Вот если ты приходишь в Spirit, есть строгие правила и никак по-другому. И, естественно, он в этом плане изменился, и я считаю, что все в лучшую сторону. Что касается Никити, как руководителя, вот видно, что он настолько в него погружен, настолько ему нравится выполнять вот эти квесты, что-то чинить, участвовать, чтобы это все развивалось, и от каждого там победы, от каждой какого-то скачка он получает вот такой прям нереальный кайф, именно не в каком-то финансовом плане, а именно в том, что вот выполнена какая-то задача, занята какая-то вершина, и это получает он удовольствие. Это самое главное. Если бы он к этому относился как к какому-то финансовому проекту, где надо тут свестись дебет с кредитом, то таких успехов бы не было. За счет того, что он именно живет процессом, что ему нравится за всем следить, ему нравится вот это все фиксить, ему нравится искать и забирать к себе самых лучших профиков, как игроков, так и людей вокруг. И за счет этого Spirit является одной из лучших организаций киберспортивных сейчас в мире. Мы с Никитой часто обсуждаем какие-то моменты. Это может быть касательно моей медийки, каких-то постов. Это может быть касательно игроков. Если я достаточные доводы приведу, например, если мы разнимся по какой-то ситуации, то он примет мою сторону, скажет, что да, это я тут прав. Если мои доводы недостаточны, или он, наоборот, мне объяснит, почему вот здесь вот так, вот здесь вот так, то я тоже совершенно спокойно приму его сторону. В этом нету ничего такого странного. То есть в этом как бы и ключ к успеху, то, что Никита не пытается там сказать, что здесь вот так и так, даже это если неправильно, но потому что он начальник, нужно сделать вот так. Он всегда попытается разобраться на 100% в ситуации, чтобы сделать какой-то вывод. Академка — это... у нас есть пример спорта, у нас есть пример футбола, где за счет академок появляются там какие-то невероятные игроки, типа того же Месси. Просто футболу уже больше 100 лет, там уже даже больше 150, по-моему, лет. И это уже десятилетиями оттачивалась эта система, и сейчас в целом это не вызывает никакого удивления. В Counter-Strike, по сути,
Спирит были одним из родоначальников академий. То есть были еще Gambit Youngsters, но это немножко другое. Это просто собрали молодую команду. А Спирит именно начали вот именно процесс, совместно там Na'Vi Junior тоже начинали, именно процесс академических составов. И академки, ну а что тут говорить? Опять же, из академок Спирит сколько пришло игроков, которые попали потом в мейн, которые потом выходили на мажор. Соответственно, организация с этого зарабатывала. 3 игрока академки попали, выиграли мажор. Тоже это, уже дальше даже не надо ничего говорить. То есть академки это гораздо полезнее, чем делать какие-то трансферы невероятные в миллион, в 1,5 миллиона, в 2 миллиона ради какого-то звездного игрока, который может сыграть один сезон, а может не сыграть. То есть не бывает какого-то, не знаю, каких-то вот фантастических ситуаций, что ты собираешь академку, и все 5 игроков становятся игроками мейна, и все 5 игроков суперзвезды. Если ты хотя бы одного игрока из, так сказать, сезона академки тебе получается перевести в мейн, это уже очень большой успех. Соответственно, остальные игроки, даже если они не такие яркие, как другие, им нужно находить тоже какие-то команды, чтобы они работали, чтобы они продвигали свою карьеру. Естественно, то, что игроки из своей академики уходят в другие команды, это круто, и наоборот надо... бывает, что игроки совсем не звезды и, мягко говоря, очень среднего уровня. И самая большая ошибка других организаций – это пытаться просить за них какие-то выкупы. И у Spirit тоже это пример для других организаций. Очень, немного, но часть игроков уходит прям за условные выкупы, именно только потому, что Spirit думает о игроках, о их будущем, а не о том, как над ними заработать на них. И это очень важный поинт, и поэтому, если очень хорошо поискать, вы не найдете ни одного игрока, которого даже кикнули из Spirit, который будет недоволен организацией. Уникальность Академии в Spirit в том, что есть топовый тренер, который идеально может найти подход к любому игроку, и даже из какого-то не совсем талантливого парня может сделать крепкого игрока хорошего уровня. Это ключевой успех любой академки. И плюс я как скаут с очень таким строгим отбором, по строгим критериям отбираю игроков. И, соответственно, и вся цепочка людей, которые участвуют в Spirit Academy. Менеджер, и так далее. Сот очень трудолюбивый, очень погруженный в процесс человек. Ему нравится это делать, ему нравится учить молодых игроков играть в Counter-Strike. Это то есть если Никита, это он такой гик в плане руководства организации, ему это нравится просто, то Сатву нравится именно смотреть демки бесконечно, учить игроков правильно реагировать, заниматься с ними. И таких людей не очень много. И плюс, конечно, у Сатва есть опыт игры, и опыт игры на мажоре. У Сатва есть хорошее понимание, хорошие навыки, и то есть в нем внутри все совпало. Из-за этого уже такое количество молодых игроков, которые попали в топовые организации, которые вышли из Сатва. Тренер может сказать, что у него 1000 учеников, но не факт, что эти 1000 учеников скажут, что это он их тренер. А в этой ситуации, если в интервью посадить Донка, Киосуки, Зонтикса и так далее, все скажут, что первым на них сильно повлиял это Сотвик. Spirit как организация будут становиться все сильнее и сильнее, все по тем же критериям, по которым я сказал. На каждой позиции есть профессионал.
профик, который горит идеей, горит своим делом, и ему нравится, чтобы все продвигалось, ему нравится, чтобы все совершенствовалось. И пока такие люди будут окружать Спирит будут идти к успеху. В Спирит нет ощущения работы с точки зрения того, что есть руководство, есть подчиненные. В других организациях это очень проблемная тема. В других организациях есть начальник, и вот все остальные должны выполнять в срок, в дедлайн, получать штрафы и так далее. В Спирит максимально человеческий подход. То есть если ты хочешь заниматься своим любимым делом, тебе дают все возможности, чтобы ты им занимался. И относятся к тебе как к человеку, с тобой поговорят, спросят, в чем проблема. И если ты даже не будешь справляться, у тебя 20 раз спросят, а в чем причина, давай мы это пофиксим. И только в крайнем случае тебе уже скажут, нам не по пути. То есть совершенно другой человеческий правильный подход, который Никита применяет. Очень сложно давать прогнозы по поводу киберспорта, потому что это такая штука, на которую мы вообще никак не зависим. То есть я помню тот момент, когда появился CSGO, а мы 10 лет играли в 1.6. И мы не могли поверить, что просто по щелчку пальца мы больше в эту игру не можем играть, все перешли в CSGO. И такое осознание того, что ты ни на что не влияешь. Ты можешь быть музыкантом, можешь, не знаю, в банке работать, это все стабильно, стандартно. Ты понимаешь, что через 50 лет это тоже будет востребовано. А тут ты зависишь от дядь, которые сидят в Альве, которые придумывают игры. Ты зависишь от того, есть ли букмекеры или нет, потому что если их нет, уйдут деньги. Ты, от многих факторов зависит. Понятно, что игры и киберспорт, они будут развиваться, потому что это очень большое количество аудитории, которая за этим следит. А в каком виде, я не знаю. Я помню, лет 10 назад все говорили, что все уйдут в мобильные игры. Что не будет компьютеров, все турниры будут в телефонах. Этого пока не произошло. Может быть, произойдет попозже, я этого не отрицаю. У меня была еще идея, что Counter-Strike будет через 10-15 лет таким, что ты будешь подключаться к компьютеру сам как человек, и в зависимости от твоих физических данных твой персонаж будет настолько быстро бегать, настолько точно стрелять. И, соответственно, киберспортсмены действительно отчасти будут спортсменами, потому что они будут за собой следить, за своей силой и так далее. То есть поэтому какой он будет через 10 лет, может быть, ничего не поменяется глобально. Может, вообще все в другую сторону. Я бы сказал, что через 10 лет Спирит, если все будет так же развиваться в какой-то, наверное, не геометрическая последовательность, в какой-то арифметической последовательности, дальше все будет развиваться. В Спирит больше будет разных дивизионов. В Спирит, может быть, выйдут в спорт, как вариант, да, какие-то команды. В Спирит могут выйти на IPO, тоже как какой-то финансовый итог. Не знаю, все что угодно можно придумать. Команда, например, НХЛ Spirit, Нью-Йорк Spirit, например, да. Все что угодно. Просто бизнес развивается, увеличивается, появляются новые отрасли, появляются из игр появляются, не знаю, блогеры, стримеры. Это выход потом, мерч, потом, может быть, какие-нибудь парки аттракционов Spirit, напитки Spirit, потом мерч и так уже есть, а может быть уже на массовую аудиторию какая-то одежда от Spirit, коллаборации с какими-нибудь Найками, Адидасами, кроссовки Spirit,
потом выход, я не знаю, ну вот все вот больше, больше, больше. То есть диверсификация продукта, разрастание и захват ну, совершенно разных сфер. Скорее всего, вряд ли я откажусь от компьютера, вряд ли я откажусь от каких-то там игровых штучек, да, там поиграть, там и так далее. Я надеюсь, все будет то же самое, спокойно, также, также в хорошей компании, с семьей, вот. И там, надеюсь, дети появятся, и все хорошо будет. Ну, чтобы уйти из Spirit, нужно прям полностью потерять интерес к киберспорту. То есть я, конечно, могу там на эмоциях, если мне что-то там решить, что все, я там, я теперь музыкант, я больше не хочу уйти из всего там стримерского, киберспортивного дела. Потом на следующий день ты все равно понимаешь, что ну, так дела не делаются, такие решения не принимаются. Поэтому, я думаю, пока и мы со Spirit, ну, если я так беру организацию в целом, взаимополезны будем, вот, будем хоть там 20, 30, 50, сколько там нам положено лет, будем работать. Не, понятно, что, я не знаю, могу представить какие-то сценарии фантастические. Если меня там кто-то захочет, там, Falcons придут и скажут, что там вот так и так и так, вот столько вот миллионов евро-долларов, я в любом случае буду долго советоваться с Никитой, как в этой ситуации поступить. То есть, ну, у меня много было посторонних проектов, там Gun5, вот сейчас Nuclear Tigers тоже мой состав, который я участвовал в сборе. И параллельно этому там меня как эксперта приглашают, и там тоже что-то собрать. Я думаю, наверняка еще очень много таких кейсов будет. Всегда перед этим я спрашиваю, общаюсь с Никитой, и мы обсуждаем, как это можно сделать и в каком контексте это окей. И обычно, если это никак не пересекается с, со Spirit Academy, то он мне всегда все разрешает делать.